Всем привет, я Катя, и вы на канале Гудзик DIY. Как и обещала, второе видео по изготовлению шкатулки в форме ананаса. На этот раз мне хотелось добиться эффекта керамики, поэтому не стала делать ярко выраженных чешуек, как у прошлой шкатулки. Сперва оклеиваю шарик плотной бумагой. У меня это страницы от старой книги. Несколько слоев с промежуточной сушкой. После этого оклеиваю салфетками, чтобы немного сгладить поверхность. Из тонкого картона вырезала листья 3 размеров. Использовала тот же шаблон, что и для прошлой шкатулки. Ссылка на него будет в описании под видео. Прочерчиваю линии сгиба посередине и по диагонали к центру. Для чешуек вырезала квадратики приблизительно 2 на 2 см и прочерчиваю на них диагональную линию. Складываю листья по линии сгиба и фиксирую термоклеем. Так склеиваю серединку из 3 самых длинных листьев. После этого приклеиваю остальные листья в шахматном порядке. Периодически дополнительно буду фиксировать листья толстой ниткой, чтобы они не распадались. Следующий ряд из листов среднего размера оставляю внизу без защипа, просто загнутыми. Теперь нужно прорезать отверстие для верхушки. Я, наверное, погорячилась с количеством слоев бумаги. Заготовка получилась настолько прочной, что это было сделать не очень-то просто. Вклеиваю верхушку и вокруг оклеиваю согнутыми пополам самыми маленькими листами. И фиксирую ниткой. Теперь начинаю оклеивать ананас чешуйками. Верхний ярус вклеиваю между листьями, а следующие ряды в шахматном порядке, нахлёст друг над другом. Отмеряю линию среза для крышки. Для этого немного вминаю дно, чтобы оно стало плоским. И вставляю в мисочку подходящего размера, чтобы прочертить горизонтальную линию. Внутреннюю часть крышки можно заклеить картоном, но у меня нашлась пластиковая крышка от йогурта подходящего размера. Доклеиваю недостающий ряд чешуек, располагая их так, чтобы нижний край находился на уровне бортика крышки. Точно так же оклеиваю и всю оставшуюся шкатулку. А сверху покрываю картон салфетками. Листья оклеиваю особенно тщательно в несколько слоев, чтобы заполнить все щели между картоном. После высыхания покрываю водоэмульсионной краской. Она имеет плотную текстуру и хорошо заполняет все трещинки и мелкие складки. Если покрыть просто акриловой краской, то чешуйки будут более ярко выражены. Так что выбирайте краску, исходя из того, какого именно эффекта вы хотите добиться. Так как у меня не нашлось акриловой краски нужных оттенков, буду использовать колеры для водоэмульсионки.
А для того, чтобы краски лучше держались и не пачкались, смешиваю их с клеем ПВА. Желтый смешиваю с салатовым, так как такой цвет лучше подойдет к моему интерьеру. Крашу в 2 слоя. А для листьев смешиваю салатовый с темно-зеленым. А внутри решила сделать ананас спелым. И этим же золотисто-желтым цветом подчеркнуть рельеф чешуек полусухой кистью. Чтобы придать красивого блеска своей шкатулке, смешиваю лак с перламутровой салатовой краской и покрываю всю шкатулку снаружи, а изнутри покрыла прозрачным матовым лаком. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня лайком, делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. А если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, и мы с вами увидимся уже очень скоро.